Всем привет! Сегодня такая тема расклада по просьбе подписчиц. Вернется ли он? Для личного расклада обращайтесь ко мне на WhatsApp, либо в директ Инстаграма. Итак, давайте представьте своего партнера и поехали. Так, что за мужчинка? Манипулятор сразу. Мужчина такой, чересчур в себе самоуверенный. Он думает, что, понимаете, он как здесь волшебник. Все, что он не захочет, все его. И он вправе решать все. Понимаете? Есть такой вот мужчинка. По отношению еще к какой мужчинка? Так, игрок. Ну, соответственно, мужчина двойственный. Понимаете, что еще какой он? Мужчина, который на расстоянии. От вас закрыт. По отношению к вам, знаете, он здесь играет. Не исключено, что и вы от него тоже закрыты, да? Блокировка может быть с обоих сторон. И еще вам скажу одно. Мужчина не проявляется в ваш адрес специально. Понимаете, что? Чтобы вы начали в себе сомневаться. Что нужны вы ему, не нужны. Понимаете, это его игра. Так. Что на сегодня он о вас думает, ваш мужчинка? Ох, боится он вас. Боится. Помимо вас есть присутствует другая женщина. Так, он сейчас, помимо вас, еще, он думает не только о вас, еще есть другая женщина. Возможно, это жена, возможно, любовница, понимаете, что? Но и еще могу добавить, что у мужчины к вам есть чувства, но у него есть и к другой женщине чувства, понимаете, что? И помимо вас, касательно до вас, что он думает, что вы сейчас тоже на выборе находитесь. И женщина вы стабильная, но и при этом то, что вы ему по шапке здесь дадите, понимаете, что? Так, почему он вас боится? Он вас боится. Почему боится вас? Ага. Знаете, что вы с ним сюсюкаться не будете. Что заслужил? Он знает, если появится на пороге, да? Вы его отчитаете, осудите, если уже не осудили, да? Вы на него конфликтно настроены. Вы для себя приняли решение, уже все. Здесь был разрыв. Понимаете, что вы для себя уже решили, вы этому мужчине вынесли какой-то приговор. Понимаете? Вы сейчас к нему относитесь так, как он заслужил. А что он сделал, интересно? Почему вы так его осуждаете? Что он сделал? А знаете что? Что он сделал такого? Почему вы на него так сильно злы? Потому что мальчик здесь пребывал в иллюзиях, ваш адрес долго здесь не проявлялся, хотя притяжение есть здесь, да? Но и помимо этого, понимаете, что он рассчитывал на вас, что вы начнете проявляться в его адрес, а вы тоже не проявлялись, понимаете, что мужчинка мечтал, что все-таки женщина здесь, ну вы же женщина, понимаете, поступите так, а он будет там лежать, ждать, пока вы сами объявитесь, но вы здесь не объявились. Так, чувства, ну-ка покажи сегодня, какие чувства у тебя к этой женщине? Злость, наказать вас хочет, понимаете, что, во-первых, еще видит вас, если вы были супругой, его бесит то, что, понимаете, что, скорее всего, мальчик сейчас за вас получает какие-то уроки. Уроки, понимаете, судьбоносные уроки. Фортуна от него отвернулась. Понимаете, что сейчас он вас не может контролировать. Понимаете, как-то на вас повлиять, вернуться, приехать. Не может он. Поэтому на вас очень сильно злой. Но то, что высшие силы за него взялись. Так. Чувства такие, понимаете, что он вам хочет. Вот вернуться. И вот... чтобы вы его, понимаете, опять слушались. Вот что он хочет. Ну-ка, чувство покажи. Есть ли чувство? Ой, знаете, что... Ну, здесь я вам скажу. Он вам демонстрирует, что он ушел весь в работу, либо в другие отношения, в работу, понимаете, вкладывается, он не показывает вам, что он здесь вообще... Он дурачок здесь инфантильный, он, наоборот, демонстрирует, что мне вообще плевать на тебя. Понимаешь, у меня свои заботы, свои проблемы. Но я вам скажу все равно, знаете, что... Он, конечно, убегает сам от своих страхов. Он уходит в работу полностью. Он хочет уже как-то, может, даже и с вами помириться, понимаете? Здесь тоже такое есть. А вы с ним не идете на контакт, понимаете? И эта его ситуация здесь тревожит. Ну, с вами-то что? Нужно вкладываться, понимаете, что? В ваших отношениях вот именно с вами работать надо. А мальчик здесь не хочет. Мальчик по дурачку хочет все, понимаете, что? И его бесит, что все идет не так, как он запланировал. Видите, как? Итак, вернется ли он? Вернешься ли ты в течение 3 месяцев? Знаете, что я вам скажу? Здесь к вам может... Этот, конечно, интересно. Здесь помимо него к вам не только он может вернуться, но и другие мужчины. Понимаете, что? Здесь какие-то одни мужчины выпадают. Так, вернешься ли ты в течение 3 месяцев?
Кстати, знаете что? Я вам скажу. Этот мужчина может проявиться. Но и параллельно, я вам скажу, интересно, здесь не только он может объявиться на горизонте, здесь и другие мужчины, как минимум двое. Понимаете? Но даже если будем говорить о нем, да, он все-таки хочет появиться на вашем горизонте, понимаете как? Это не так, то, что вымаливать прощение. Нет, это не тот случай. Это только здесь, знаете, мужчина такой, только на его условиях такой, вот, знаете, холодный, прижимистый, ну, победитель. Помимо этого, знаете, может быть какое-то предложение прийти от него. Если у вас есть совместные дети, связаны с детьми. По поводу детей. Если детей нету, то может к вам какое-то, может, сообщение, либо как-то проявиться может. Интересно. Но мужчинка здесь эгоцентричный, понимаете? Но будет все зависеть от вас. Примете вы его или нет. Вы-то императрица здесь, понимаете? А он-то мальчик здесь. Мальчик маленький, эгоцентричный. Влюбчивый мальчик, понимаете? А вы как мамка идете ему. Понимаете? Вот посмотрите, вы императрица, вот он. Ну, объявишься ли ты? Вернешься ли ты? Кстати, знаете что? Если он вам что-то должен, проявиться хочет, он хочет. Даже может и, знаете как, во-первых, он очень сексуально хочет вас. Но, я так понимаю, вы здесь вообще в нем ни мужчину, никого не признаете, понимаете? Вот эта ситуация раздражает. Помимо этого, он очень избегает той темы, если он вам что-то здесь должен, а именно деньги, да, он как-то, понимаете, скрывается. Либо может даже, знаете, как предложить и исчезнуть. Такое тоже не исключаю здесь, потому что мальчик такой, знаете, как сказочник маленький. Что-то от чего-то он здесь вот именно он от какой-то помощи, вот лишь бы не оказывать вам помощь. Может даже предложить, но передумать, понимаете? Вы сами от него закрываетесь, понимаете? Даже если он придет к вам с помощью, предложить что-то, вы можете отказать, вы его не видеть, не слышать не хотите. Но это для тех, кто, если вы ждете его, если вы ждете, ну я вам скажу, ну вы же уже охладили к нему, понимаете что? А он ждет от вас проявления, когда же вы сами позовете, когда вы сами проявитесь к нему. Вы поманите его, прибежит он, прибежит, но только будет, он ждет шагов от вас, понимаете что? Здесь вы должны проявиться. Вернуться-то хочет, ничего не могу сказать, но чтобы вы его позвали, понимаете? Если вам нужен такой манипулятор, да, не забываем, что здесь мальчик-игрок, который, понимаете, помимо вас еще какая-то другая есть женщина, жена, любовница, неважно. Какой-то он сделал выбор, куда вы его отправили, либо сам ушел. Нужен ли он вам? Понимаете? Если нужен, пишите, зовите. Он еще, знаете как, если вы ему напишите, будет выпендриваться, сразу говорю. Но проявление ждет от вас. Хорошо, давайте посмотрим. Если вы его сами позовете, какова будет его реакция? Если женщина сама позовет его. Вы знаете что? Он сам в это уже не верит, что вы его вообще позовете. А если позовете, примчится, только поманите, примчится. Но он в это не верит, сразу говорю. Для него это кажется вот прям что-то нереальное, понимаете? Он в это не верит. Но, если даже и позовете, тот мальчик будет выпендриваться. А очень хочет, если вы его позовете. Но он, конечно, в это не верит. Не верит он. А почему не веришь? А потому что он с вами плохо поступил. Плохо поступил. Из-за женщины. Знаете как, если не предал, то очень подло поступил. И он прекрасно знает, что вы, знаете как, вы не простите, вы женщина очень гордая, вы себя уважаете, и вы его вообще в качестве мужчины не рассматриваете. Он же знает то, что за ним косяк, понимаете? Поманите, придет с удовольствием, но нужен ли он вам такой, который, ну не забывайте такую поговорку, один раз предал и 5-й, 10-й раз предаст. Понимаете, решать вам. Он готов, но не забываем то, что характер его не изменился. Только на его условиях. Если вы готовы, понимаете? А он вообще изменился? Нет, за то время, пока вы с ним не общаетесь. По отношению к вам вообще он изменился? Ну, я вам скажу одно, да? Что он вас променял здесь на деньги. Понимаете, что он вас предал ради другой женщины. Подтверждает, что здесь мужчина ищет выгоду. Понимаете? И он вас предал ради другой женщины. Та женщина может, знаете, более перспективна, но здесь пахнет денежками. Понимаете, что? Нет, он не изменился, он такой же. Абсолютно. И вас он потерял, кстати. И он об этом прекрасно понимает, что он вас очень сильно обидел. И что вы были даны ему вообще как шанс, как настоящая любовь, которую он сам, понимаете, отказался, предал, разрушил. За ним косяк. Решать вам. Понимаете, если он нужен вам такой, пожалуйста, зовите. Но дальше мальчик будет вас предавать, гулять, изменять. Если не нужен, но все равно вы для него женщина та, которая вы слишком гордая, понимаете, вы себя уважаете. И он прекрасно понимает, что он вам сердце разбил. Понимаете? Упустил он свой шанс. И вы ему, он же знает то, что вы ему сейчас после таких вещей шансов-то и не дадите.
Так что решать вам. Итак, благодарю всех, кто был на моем раскладе. Благодарю всех за обратную связь, за ваши комментарии, лайки. Обращайтесь за личным раскладом. Это все-таки был общий расклад. В личном раскладе мы раскроем все подробности. Всем желаю любви, гармонии, взаимной любви, понимания. Самое главное, чтобы, знаете, рядом с вами был зрелый, понимающий, любящий вас мужчина, который оказывал вам поддержку. Понимаете? Всем добра, до скорой встречи.